Галлы – первые индоевропейцы в Европе. Галлы, они же кельты, давно исчезли как народ, растворившись в большинстве европейских наций без следа. Однако память о них все еще живет. Они были крайне самобытным этносом, с высокой материальной культурой и при некоторых других раскладах истории могли бы стать правителями Европы. Собственно, галлы и кельты – это не самоназвание, а экзонимы от соседей. Кельтских племен было великое множество. Но видя схожесть их языка, обычаев и внешнего вида, Гекатей впервые стал называть их кельтами, что могло иметь значение таящиеся, высокие, побуждающие. Слово «гал» более употребимо в Риме и восходит к общеевропейскому корню «вал» – катящиеся, перемещающиеся, так как Рим застал кельтов в эпоху их постоянной миграции. Кельты пришли в Европу одними из первых среди индоевропейских племен. Куда раньше, чем германцы или славяне. Причем они настолько дольше жили на западе Евразии, что впитали в себя множество аборигенных обычаев, из-за чего до 20 века многие ученые не решались отнести их к индоевропейцам, столько было у них совершенно иных признаков. С 1500 года до нашей эры группы протокельтских племен медленно продвигаются из степей Южной России на запад, во Францию, Германию и север Испании. Протокельты входили в одну общность с предками италиков и венедов, в чем есть определенная ирония судьба, ведь кельтов уничтожит Рим, по сути, родной брат. Очень скоро будущие италики уйдут за Альпы и в изоляции забудут о прежних связях, развиваясь самостоятельно, а берега Адриатического моря и восток Центральной Европы займут венеды, ассимилировав местное население. Изначально скотоводы и кочевники, в глухих лесах Древней Европы, кельты быстро оставят повозки и стада и перейдут к военной стратегии. Искусные оружейники будут на 2 головы превосходить аборигенов Европы и устроят им настоящий геноцид, вытесняя, убивая, забирая себе женщин. Мы не знаем, были ли древние битвы кельтов и аборигенов, была ли вообще у них какая-то общая защита от пришельцев. Ко временам Рима весь запад Европы был кельтским, бывшие жители остались лишь на периферии, став малочисленными и едва выживающими. Пикты в Британии, лигуры на юге Франции и беры в Испании. Кельты были одним из самых воинственных народов Европы, превосходя даже Рим. Выходили на бой полуголые, покрытые сложными татуировками, не признавали ничего, кроме яростной атаки, во время которой истошно кричали под барабаны и трубы из своего лагеря. Вооруженные длинными мечами, прямоугольными щитами воины были намного лучше укомплектованы, чем все их доримские соперники. Вожди разъезжали по полю боя на колесницах. Память о временах кочевья в степях от Монголии до Венгрии. Колесницы же были и самых их страшным оружием, перевозившим воинов и стрелков, а на ободах имевших острые косы, которые перерубали ноги врагам. Такие колесницы нанесли большой урон даже войскам самого Цезаря в Британии. Спесь и заносчивость, переходящая в наглость, были одними из ключевых признаков характера кельтов. Когда кельтские вожди встретились с Александром Великим, полководец спросил их, есть ли что-то, чего они опасаются, вероятно, теша себя мыслью, что это будет его нападение. На что кельты задумались и сообщили, что единственное, чего они боятся, это падение неба на землю. Это оскорбило Александра. Из своего центра расселения на границе Франции и Германии кельты проникли на юг, перевалили Пиреней и, подчинив испанских иберов, став кельтиберами, переправились в Британию и вытеснили на север и в Ирландию пиктов. На востоке обрушились на Грецию и поселились в Малой Азии под именем Галаты, а также заняли север Италии, обложив Данию Рим и построив город Медиоланум, будущий Милан. Самое большое унижение раннего Рима, когда после очередного нападения галлов жители собрали все золото, какое было, чтобы заплатить выкуп, но когда были вытрясены последние запасы, и сумма едва-едва была набрана, вождь галлов Брен положил на свою чашу весов меч, требуя еще. На возражение римлян он ответил горе побежденным. Кельты были очень многочисленны, от 10 до 20 миллионов человек насчитывают историки на пике их могущества по всей Европе. Это позволяло им набирать огромные армии,
и довольно успешно воевать даже с такими могучими врагами, как Рим или Македония. Рим считал галлов своим учителем, ведь если бы не необходимость противостоять их огромным армиям, Рим бы никогда не стал таким могучим. Вытеснив кельтов из Италии, Рим перешел в атаку на них на севере. Цезарь за много лет войны, где Сенат отказывал ему в солдатах и финансах, сумел занять всю Галлию. Он стравливал кельтские племена друг с другом, помогая слабому, а когда те побеждали сильного врага, Цезарь подчинял себе и союзника. Мастерски ведя интриги, Рим почти добился полного подчинения галлов. Когда те поняли, к чему все идет, было поздно. Восстание Верцингеторикса, который на первых порах успешно объединил галлов перед римской угрозой, было задушено, а сам их вождь был позорно казнен. Потеряв Галлию, затем Британию, Испанию, кельтские народы стали отступать от границ Рима, понимая, что тот пожирает их жизненное пространство. Бои и Лугии уходят в нынешнюю Чехию, галаты в Турцию. Какие-то неизвестные народы смешиваются с германцами-вандалами в Польше, а бастарны даже дважды пытаются атаковать Рим, надеясь на успех смелых. Оба раза потерпев крах, бастарны, уже как конгломерат племен и беглых римских рабов, уходят на восток на Дунай и затем на Днепр, смешавшись со славянами. У галлов была почти завершившаяся стадия формирования государства. Были законы, князья и цари. Была каста жрецов-друидов, суд, мощные каменные городища. Они имели свою письменность, агамическое письмо, однако делать записи им запрещала их странная религия. Если бы Рим чуть замешкался, через 100 лет на месте сотен племен была бы уже мощная империя кельтов. Однако национальный характер галлов мог этому помешать. Поспешность, несдержанность, излишняя эмоциональность и крайности – так характеризуют их соседи. Безрассудные при успехе и паникеры при поражении. Уже в этом галлы уступали римлянам и германцам, одно яростного взгляда которых, как пишут римляне, галлы не выносили. Как писал Цезарь, насколько галлы бодро и решительно начинают войну, настолько же они слабохарактерны и нестойки в перенесении неудач. Эта нация отличается большой смышленностью и чрезвычайной способностью перенимать и воспроизводить у себя все, чему учат другие, но слишком скоры на решения и обыкновенно склонны ко всяким переменам. Решения по самым важным делам они часто принимают под впечатлением слухов и пустой болтовни, а затем, конечно, немедленно в них раскаиваются. Внешний вид галлов также был легко узнаваем. Высокие, по росту уступавшие лишь германцам, с русыми или белокурыми волосами и голубыми глазами, носившие длинные волосы и пышные усы, или гладко брившиеся, покрытые татуировками, сложно было с кем-то перепутать. У них считается презренным быть толстым и медленным. Бойцы тренируются, делая огромные переходы бегом, а для вступления в войско существует смешной обычай: талию измеряют специальным поясом, если он не сойдется, бойца сурово накажут. Они были отличными мореходами, но плохими торговцами. У них была сложнейшая религия, которую хранили друиды настолько хорошо, что теперь про нее почти ничего не известно. Совершенно оригинальные и крайне искусные украшения и оружие. Безусловно, цивилизация кельтов немногим уступала римской и превосходила германцев или иберов. Значительная часть названий рек в Европе – кельтские, и они последние, кто хранит память об этом народе. От Немана и Двины на востоке, до Таху и Луары на западе. У кельтов был свой пантеон богов, схожий с общим индоевропейским, они поклонялись священным древам, особенно дубу и омеле. Они верили в переселение душ и считали ее вместилищем голову, оттого они часто обезглавливали врагов, чтобы не допустить их нового рождения. Друиды, мужчины в белых балахонах с золотыми серпами, жили у огромных каменных дольменов и священных рощ, не записывали свою мудрость, десятилетиями они наизусть учили священные гимны, участвовали в войнах, как простые воины, но свои победы приносили в жертву богам войны. Обряды и вера кельтов с одной стороны были вполне мирными, но с другой вполне в духе этого народа крайностей. Многое просто вызывало ужас. Распространенный гомосексуализм среди воинов, обычай приносить в жертву пленных, туго набивая их живыми в гигантские шары из прутьев ивы, а затем подвешивая их на деревья, сжигая.
Наиболее известные кельтские племена. Арверны. Согласно историку Страбону, в III веке до нашей эры, кельтское племя арвернов, отличавшихся своей военной мощью и богатством вождей, одно из господствующих и самых сильных кельтских племен в Галлии, позднее в римской провинции Аквитания, территория современной провинции Авернь, Франция. Белги – кельтские племена в Северной Галлии и на побережье Британии. Белги Галлии расселялись между реками Сена, Марна и Рейн и Северным морем. Они считались сильно смешанными с германцами, оттого крайне стойкими и воинственными. Имели мощнейший флот из настоящих морских судов, который неоднократно наносил римлянам морские поражения. Гельветы. Главный город Авентик, современный Аванш, первоначально занимали территорию между Майном, Никаром и Альпами. Ко времени походов кемвров продвинулись вместе тигуринами в Галлию. В 455 году север этой области достался алеманнам, юг и запад – бургундам. Граница между обоими племенами определена до настоящего времени языковой границей между французской и немецкой Швейцарией. Венеты. В Европе существовало несколько народов, носящих это имя. Прежде всего это венеты на Адриатическом побережье и в долине реки По. На северо-западном побережье Галлии обитало еще одно племя венетов, известное как мореходы. Цезарь писал о венетах. Это племя пользуется наибольшим влиянием по всему морскому побережью, так как венеты располагают самым большим числом кораблей, на которых они ходят в Британию, а также превосходят остальных галлов знанием морского дела и опытностью в нем. При сильном и не встречающем себе преград морском прибое и при малом количестве гаваней, которые вдобавок находятся в руках именно венетов, они сделали своими данниками всех плавающих по этому морю. Часть гальских венетов в середине I века до нашей эры переселилась в Британию. Кельтская цивилизация сначала потерпела поражение от Рима. Кельтов вытеснили с запада Германии солдаты Ариависта, из центра Европы – даки, а затем кельтская народность рассыпалась на гигантской территории, просто растворившись в других этносах. Ныне условными потомками кельтов считаются валлийцы, шотландцы, ирландцы, некоторая часть французов и бельгийцев, бретонцы. Согласно данным попгенетики, большая часть немцев и чехов на деле имеют кельтские гаплотипы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.